Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Максим Гольдорф на связи прямо сейчас. Максим, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые люди. Ну что, сейчас очень интересно развиваются события. Очень много эмоциональных заявлений вокруг письма Зеленского. Они говорят, смотрите, какой великий Зеленский на питерском форуме. Ха! Только об этом и говорят. Мы с вами беседуем до выступления Путина на Питерском экономическом форуме. Песков намекает, что, конечно, будет ответ в рамках этой речи. Вчера долго пообщался с журналистами Путин. Ну, а Зеленский, вот видите, выписал это письмо. Многие говорят о неком договорняке или предательстве. Потому что характер письма специфический. Вроде как предлагается закончить войну. Отдельно отмечается, что по линии разграничения место встречи предлагается Зеленским Швейцария, Турция, арабские страны. То, что слышали с российской стороны, как бы до письма или во время письма, это о том, что, ну, пускай приезжает в Москву. Это то, что Зеленский, в общем-то, может быть тем, кто подпишет. Это все вопросы его легитимности чисто юридически, говорит Путин. Но вот эта фраза о том, что нужно сказать, слава богу, что все это закончилось, подразумевает того, что как бы Зеленский приедет подписывать капитуляцию. Ну, пока так. Посмотрим, что будет после форума. И тут есть очень интересный вариант. Если эта игра действительно, и США, Украина и Россия решили кинуть Европу, а Рютте приезжал, и, в общем-то, идея этого письма была надиктована, потому что Макрон поддержал сегодня, говорит, ой, какое хорошее письмо. В общем, надо брать в разработку. То характер этого письма Путин не может согласиться после такого письма на любую встречу, все это прекрасно понимают. Но если согласится и будет продавливать Москву, конечно, хор Зеленского сразу выйдет и скажет, елки-палки, то есть... Зеленский поехал брать Москву, хотя на самом деле это будет вот эта капитуляция. То есть у нас два варианта. Или это все очередная вспышка перед еще большими смертями, а их пруд-пруди за последние дни, и там дроны летят. В общем, там по предприятию попало 4 рабочих молочного завода, убило сегодня. Там, в общем, много сейчас попаданий, много вот таких вот, скажем так, увечий несет страна, ее экономика, и это будет продолжаться дальше. Или действительно мы куда-то выруливаем? Как вы видите эти события? Как видите развитие этих событий? Ну и, собственно, к чему все идет, раз вот такую мизансцену нам разыгрывают? Когда я хочу кому-то написать письмо или отправить СМС, или пообщаться с кем-то, я это делаю конкретно с этим человеком, ему лично отправляю письмо или СМС, как правило, стараюсь по закрытым каналам связи. Ну, либо набираю по телефону. Опять же, используя максимальную возможность закрытия каналов связи. Это нормально. Когда я хочу вам что-то сказать, я вам это и скажу. В данном конкретном случае, мне кажется, это просто шоу мозговым. Я не верю в то, что есть договоренность между Путиным, Зеленским и Трампом, и индикатором этой договоренности может быть открытое письмо Путину, которое по большому счету не содержит информационно вообще ничего нового и интересного. Все, о чем там написано, Украина в лице Зеленского говорила в адрес Москвы на протяжении последнего года. Все, что сказал Путин, читая или не читая эту записку, или слышав о ней, или не слышав о ней, все, что сказал он, точно так же уже проговаривалось. Он сказал о том, что подписывать любой договор Россия будет с человеком или с людьми, облеченными реальной легитимностью, не назвавшими себя легитимными и имеющими, скажем так, в качестве адвокатов своей легитимности уже уходящих нескольких руководителей европейских стран и Еврокомиссии, а с реальными легитимными боссами Украины. Москва не считает Зеленского таковым. Это вопрос конституционного спора, я думаю, и мы можем эту тему чуть-чуть расширить, но если пока ее отодвинуть в сторону, то такова позиция Москвы на переговорах. И она звучит именно так.
мы подпишем документ о мире с легитимным представителем украинской власти. Для них, для Москвы, Зеленский нелегитимный представитель. Собственно говоря, он и для многих украинцев нелегитимный представитель. Он занимает пост президента в нарушении Конституции. Нет никакой нормы, которая продлевает нахождение человека в президентском кресле столько, сколько ему хочется, или столько, сколько обязывают к этому какие-то обстоятельства, например, военные. Ну, нет этой нормы в Конституции. А Конституция является высшим законом и нормой прямого действия. И любой закон, который противоречит Конституции, является неконституционным. Понятное дело, что Зеленский именно с этой целью в свое время уничтожил Конституционный суд Украины, чтобы некуда было обжаловать неконституционность, допустим, какого-то закона, который продлевает квазилегитимность Зеленского на посту президента. Но это уже, скажем так, юридические... Так это было с самого начала, Максим. Рынок земли, вот этот вот протянули. Поэтому и убивали Конституционный суд. Я не хвалю этот Конституционный суд. Но очевидно, что его уничтожали намеренно. По надуманным причинам возбудили тогда дело в отношении Тупицкого, это председатель Конституционного суда. Он был вынужден бежать из Украины. Потом его травили, если я не ошибаюсь, в Австрии. На него было совершено покушение. Это все было сделано намеренно для парализации той конституционной инстанции, которая в состоянии признать указы и законы зеленых слуг неконституционными. И сразу же сделать их нелегитимными. Я понимаю, что это не только для того, чтобы Зеленский долго был президентом, а эти долго были депутатами. И для того, что вы сказали. И для того, чтобы принимать законы о налогообложении, которые противоречат и Конституции, и Налоговому кодексу. Но чтобы не уходить... для того, по большому счету, чтобы максимально узурпировать власть, что у него получилось на сегодняшний день. Для того, чтобы сейчас не отходить в сторону вокруг письма, так сказать. Казачок пишет письмо турецкому султану. Да, это забавно. На самом деле, шоу must go on. Шоу продолжается. Хотел бы мира, повторюсь многократно, хотел бы мира. Еще год назад бы полетел в Москву. И, кстати говоря, если бы он это сделал, это был бы очень сильный шаг с его стороны в глазах всего мира. И в глазах украинцев в первую очередь. Он его не хочет, ему мир не нужен. Мир для него – это смерть политическая, а может быть не только политическая. Но дело вот в чем. В мире сегодня, я имею в виду в мире, на земном шаре сегодня, такие внешние тенденции, во всяком случае об этом говорят. Может не делают, но говорят. Что давайте мир быстрее в Украине. Давайте, надо мир. Трамп говорит, окружение Трампа говорит об этом. Европа говорит. Понятно, брешут, но говорят. Китай говорит, Азия говорит, и Африка говорит, Польша говорит, понятно, Россия, Беларусь. В общем, все говорят, мир, нужен мир. Сегодня еще Румыния говорит, отдельно коснемся этих дронов, которые взрываются. Да, это один они взорвали, там еще 5 вроде бы нашли в прибрежных водах Румынии. Да. Все говорят, давайте мир. И один Зеленский... получается, на этом всем фоне единственный сторонник и желатель продолжения войны. Во всяком случае, выглядит все так. В свое время замечательный и смелый премьер Словакии Фицо сказал, когда встретился с Зеленским: «Я никогда не встречал человека, который так боится, что война закончится». Фицо просмотрел Зеленского как рентген. Он был абсолютно прав. И в этой конкретной ситуации Зеленский, для того, чтобы не выглядеть как единственный алчущий продолжение войны в Украине, он пишет письма. Сначала он пишет Трампу. Трампу он пишет, причем, заметьте, опять же, открытое письмо. Ты хочешь подосрать человеку в Конгрессе? Или ты хочешь с ним пообщаться? Если ты хочешь пообщаться, то письмо не пишется открытым. Тем более, что у вас не вражеские отношения. Оно пишется, закрытое, передается закрытой диппочтой через доверенных Кушнеров, например, или Уиткофов, или еще каких-нибудь Китов, Келлогов. Или через своих этих Умеровых и прочих смешных болванчиков. Так оно делается. Но он делает первую часть шоу, сейчас делает вторую часть шоу. Он пишет открытое письмо Путину, где пишет о том же самом, на что ему уже много раз сказали нет. Еще раз говорю, хотел бы мира, был бы уже в Москве. Пальцем бы его там никто не тронул, потому что это в Москве совершенно невыгодно. Она 4,5 года пытается играть в цивилизацию. В том числе в этом военном конфликте.
Еще раз, пытается играть. Получается или не получается, это уже второй вопрос. И тут к ней бы прилетел президент или условный президент Украины, и с ним бы там что-то произошло. Никогда бы такого не было. Тем более, что гарантами его приезда выступил бы и Трамп, и Си Цзиньпинь, и другие ответственные товарищи. Ему нужно показать, что он тоже за мир. Вот он нарисовал открытое письмо Путину, по большому счету ни о чем. По большому счету все это уже было озвучено. И в принципе ответ и реакция Путина будет понятным. Как вы правильно сказали, мы сейчас записываем этот эфир до выступления Путина на Петербургском форуме и до возможной какой-то оценки этого письма. Кстати, я не думаю, что слишком много времени ему, этому письму уделят. Таким образом, это не больше, чем игра. Это не больше, чем тоже продолжение игры, когда он на днях выступает и говорит украинцам, что нам нужно еще подождать до зимы. Вот до зимы подождем, а там зимой мир будет. А почему будет зимой мир? Что такого зимнего в мире или мирного в зиме? В связи с чем он так решил? Да все просто. Очередная морковка перед народом, чтобы народ терпел его, терпел произвол, который происходит в Украине, терпел войну, потому что услышал фразу «да вот же зимой будет мир». Зимой Зеленский ждет, к зиме точнее, ослабление республиканцев, ослабление влияния Трампа и его окружения в Америке, увеличение возможностей и силы тех влиятельных американцев, которые хотят помогать режиму Зеленского и деньгами, и оружием. Вот, собственно говоря, чего он ожидает. Ну, почему он это ожидает? Есть контраргумент, Максим. Давайте. Зимой он ждет пекла. Кого? Ну, то есть, если вот как бы зимой будет война, то Украина обернется в каменный век. Это все всем прекрасно понятно. Цены, топливо. Мы не берем там эту ситуацию с Армузом, ее можно отдельно публиковать, ну, там, отдельно можно даже это обсудить. Но вся ситуация в мире, вся ситуация вокруг экономики Украины, вся ситуация вокруг энергетики Украины, даже поставок вооружения. Понимаете, дрон, он, конечно, красиво летит, куда-то даже попадает, и дымок видно далеко, и фоточки хорошие, но он не накормит солдата, он не накормит пенсионера, он не обеспечит тепло в домах, понимаете? Это все видят. И поэтому возникает вот эта вот зима, потому что дальше у нас как бы, ну, как в «Игре престолов», да, вот эта стена ледяная, да, вот ледяная стена. Но Украина пережила уже не одну зиму. И пережила уже не одну зиму с практически уничтоженной энергосистемой. Поэтому не думаю, что именно эти вещи останавливают Зеленского. Зеленскому нужно, на мой взгляд, чтобы народ шел за повешенной им морковкой впереди. В данном конкретном случае эта морковка ближнего действия, она называется «Зимой будет мир». Морковка более дальнего действия, она называется «Мы скоро вступим в Евросоюз». Несмотря на то, что Евросоюз говорит, да нихера вы никуда не вступите, не морочьте голову ни себе, ни людям. В лучшем случае вы будете каким-нибудь близким, ассоциативным, любимым членом, но не больше и не меньше. Или там не больше. Вот. Это еще одна морковка, которая должна сработать на то, чтобы потерпите, не протестуйте, не бастуйте, не восстаньте против меня, мне еще надо здесь поцаревать. И письмо, которое опубликовано, и которое, как вы говорите, кто-то там хвалит, и говорят, ой, какой шикарный жест, как здорово, а кто, собственно говоря, его хвалит? Макрон, Рютте, то есть люди, которые стоят за продолжением военного конфликта и стояли за этим на протяжении нескольких лет. Я думаю, они отлично понимают смысл и цель письма. Они отлично понимают, что это просто шоу, не больше. Трамп сказал, что как хорошо, что они могут встретиться. Он всегда говорит, как хорошо, что они могут встретиться. Как хорошо, что когда-нибудь будет мир. В последний год он только об этом и говорит. Может быть, даже больше, чем год. Поэтому в этой открытой записке реальных смыслов, наполненных содержанием желания мира, нет совершенно. И не было. И готовилась она исключительно для продолжения шоу. Исключительно для обмана. Как это оценивают русские? Я думаю, точно так же. Я думаю, что
Я думаю, что у Путина не изменилась позиция в том смысле, что он не будет встречаться с Зеленским ни при каких обстоятельствах. Есть одно обстоятельство, при котором он встретится, но давайте его опустим пока, а то будет слишком грубо звучать. А в целом он не собирается этого делать. Возможно, если бы Зеленский принял приглашение и приехал в Москву, возможно, подобная встреча, абсолютно закрытая, абсолютно неосвещаемая, абсолютно без каких-то возможностей что-то вынести за рамки за рамки кабинета или зала переговоров. Возможно, она бы была, хотя я тоже в это мало верю. Я думаю, что встречался бы там Зеленский с кем-то другим, не с Путиным. Поэтому, если подводить черту, я бы на другие слова Путина обратил внимание. На его слова, которые были сказаны им 4, по-моему, дня назад, и которые, я здесь не бахвалюсь, но и не... Помните, как фильм «Три мушкетера»? Галантерейщик и кардинал – это сила, да, когда галантерейщик Буанасье так говорил. Так вот, я не играю в роль ни галантерейщика, ни кардинала, но моя фраза о том, что характер и механизмы войны изменятся на гораздо более серьезные, тяжкие и кровавые, была им повторена или воспроизведена, или он сам от себя ее сказал 4 дня назад, только без приставки на более тяжкие и кровавые. Россия к этому готовится. Особых других вариантов у нее нет. И она, то, что они говорят, что по всей линии фронта идут наступления, да, наступления идут. Но это уже 5-й год. И эти наступления истощают ее тоже очень серьезно. На что еще было направлено? Так вот, я бы обратил внимание как раз на эти слова Путина. Уже решение это принято. И я даже думаю, что сразу же после этих слов, когда генеральный секретарь ООН сказал, может быть жопа. Когда бывший начальник службы безопасности Польши сказал, от России сейчас можно ожидать все, что угодно, в том числе ядерных ударов по Украине. Когда немедленно начали кружить над Россией и Украиной посланцы Трампа, говоря о том, что тихо, 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 давайте как-то все-таки примиряйтесь, давайте. Вот на мой взгляд, когда немедленно решили поговорить с Путиным Мерц и Макрон. Вот эти показатели или эти индикаторы более показательны в том смысле, что многие серьезные люди в этом мире оценивают ситуацию для Украины, нынешнюю, сложившуюся, как критическую, как критически опасную для ее дальнейшего существования. Еще хочу обратить внимание вот на что. Публикуя подобное открытое письмо, понятное дело, что Зеленский и те, кто помогал эту записку готовить, понимали, что это будет очень серьезный инфоповод. Его будут обмусоливать кругом, в том числе внутри России. Это один из прорывов российской, обороны российской пропаганды, чтобы в российское общество принести информацию о том, что во время конфликта в месяц погибает 30 тысяч российских солдат и офицеров. Для чего? Ну, для того, чтобы вызвать определенный серьезный общественный диссонанс и последствия этого самого диссонанса. Я думаю, вот, собственно, все цели я обозначил, зачем эта записка родилась, зачем она была опубликована. Но опять же, всегда можно сказать Трампу, ну видишь, я вот даже письмо написал, опубликовал, но он не хочет. Я думаю, вот так. Зеленский боится, потому что, давайте так, рафинированная пропаганда... Зеленский боится, что война закончится, это очевидно. Нет, я имею в виду боится нового этапа войны, потому что вот тот рафинированный список нарративов, ну это отчаяние, ну слушайте, ну подождите. Ну, там по каждому можно пройти, конечно, можно найти аргументы за, но можно и против. Вопрос только, вот тут я с вами солидарен, вряд ли ввяжется российская сторона в эту дискуссию, да, о том, кто кому говорит про 26 лет, там, да, кто кого выбирал в Украине, и про старость, это тоже очень интересные такие закидоны, и много там всего, да, то есть, может быть и правда здесь стоит очень четкий сигнал, что новый этап или новый характер войны, который будет Россия, так сказать,
в общем, продвигать на фронте или следовать ему на фронте, но он прямо угрожает жизни. И тут даже, Кого? и тут даже Чьей жизни? может даже Чьей жизни, Александр? не лично Зеленского, Ага. а вот этих вот всех, понимаете? Потому Понимаю. что, потому что вот тут же очень, опять-таки, классно же, да, то есть Трампу письмо, Путину письмо, да, то есть параллели. То есть очень много параллелей по решениям. То там он говорит, мы там всех поражаем, побеждаем, дай ПВО. Здесь, говорит, мы там всех побеждаем, сдавайся, короче, Путин, давай на мир. А, Но вокруг-то Зеленского есть определенные люди, которые делают из Зеленского Зеленского. Причем и Америка, вы как прокурор, у меня сегодня был разговор очень интересный с представителями спецслужб. Я не буду там, может, перескажу в закрытом клубе, не хочу просто распыляться. И, в общем, я так рафинированно, без подробностей, говорит, нет, все серьезно. Все не просто серьезно, а юридически доказуема аргументация того, что все серьезно. Взялись за самые мягкие ткани. Вы Причем сейчас о коррупционных делах? да, причем вот эти фигурирующие пленки, они действительно есть. Более того, они есть законными. Причем не только законными, законно добытыми с доказательствами в украинском суде. Можно плюнуть на украинский суд, сказать, да, это все, не надо плевать на украинский суд. Но на американский суд ты уже не плюнешь. Ну, Ну это да, так. слюней не хватит, Это, захлебнешься. это вот такая история. То есть, и действительно он испугался от Америки вот такого удара, а от России прямой охоты на Зеленского, когда испытываемый орешник по сараю может все-таки достичь цели в боевом применении. Я понял вас. О том, что расследования антикоррупционные, которые проводятся Национальным антикоррупционным бюро Украины в отношении окружения Зеленского, и я думаю, в отношении него самого, хоть они говорят, что по нему пока дело не возбуждено, производство не открыто, точнее, о том, что это серьезно, и о том, что это не самостоятельная игра и не эксцесс нашего НАБУ, а четко организованная, распланированная, выполняемая задача, и организована она 100% со стороны тех, кто платит этому самому НАБУ, а НАБУ и суд на содержании у Америки, это давно известно. Я думаю, что в этом сомневаться не нужно. И сделано это было как раз для того, чтобы как можно крепче и ближе держать Зеленского и его окружение в своей пятерне. Как говорят, если взять человека за яйца, голова и сердце подтянутся. Вот это сегодня происходит. Александр, о том, что это не шутки, мы с вами обговаривали, по-моему, еще пару-тройку месяцев назад. Пару это точно. О том, что это не случайные совпадения, что выбрасываются в эфир данные, которые были записаны еще год назад, это тоже было понятно. О том, что окружение Зеленского, которое было заподозрено именно в этих конкретных операциях, быстро дрыснуло в Израиль, это тоже показатель того, что все достаточно серьезно. Ну, а если ваши знакомые спецслужбисты говорят в унисон нашим выводам, то, собственно, что тут доказывать? Очевидно, что огромные деньги, которые поступали в Украину, распиливались и воровались. Очевидно, что администрация Трампа в этом смысле имеет к Зеленскому две претензии. Это первая претензия. Это то, что выдала на гора национальная разведка США о том, что Зеленский участвовал в сговоре с окружением Байдена о том, чтобы украсть несколько сотен миллионов долларов для того, чтобы потом часть из них вернуть Байдену на выборы. Ну, Байдену, не Байдену, там, демократам условно. А сделать это под шум войны, то есть как будто на военные нужды. Это первое, за что сейчас зацепилось американское правосудие, машина юстиции Америки. Второе – это то, что нужно Трампу перед ближайшими выборами
Это в том числе показать, что он очень серьезно настроен на борьбу с мошенничеством. У них это все охватывается термином мошенничество. В том числе очень многие наши так называемые коррупционные преступления. У них тоже это называется мошенничеством. Так вот, что он очень серьезно настроен на борьбу с мошенничеством и готов танком кататься по этому самому мошенничеству. А как вам известно, Америка давно заняла позицию, что там, где использовался для мошенничества или коррупции доллар, границы не имеют никакого значения, и Америка может догонять этих преступников вне зависимости от... трансгранично, короче говоря, вне зависимости от... И очень важная ремарка, я хочу отметить. Помните, не так давно вот в иранских вот этих, ну, тени толкаях, которые сейчас происходят и проистекают там дальше, уже сейчас перебросились на Нетаньяху, выходит Бессент и говорит: мы миллиард криптой забрали у Ирана. Ну и все как бы, ну понятно, там забрали миллиард криптой, там туда-сюда, вот, ну как бы никто не придал особого значения. А люди, которые имеют дело с криптой, ну там разные, скажем так, биржи у них свои или какие-то еще, они немножко как бы опешили. В смысле? То есть вы нам давали децентрализованный актив, который никто не видит, ну или там видят, все видят, это блокчейн, все видят, но никто не может никак забрать, отнять, суд, не суд, поди докажи, то есть только если там через легализацию. То есть ты, вот этот цифровой актив, ты его, ну он серый, я не буду говорить черный, серый. А тут ты прям забрал ярд. И все как немножко так, знаете, так присели немножко осторожно и говорят: елки-палки, так это что, прям зашли в кошельки? И да, зашли в кошельки, были у тебя на кошельке какие-то там сотни тысяч долларов, а их не стало. За один час. Это механизм блокировки стейблкоинов. Америка недавно приняла закон, которым объясняется, что стейблкоин – это товар, и финансовый товар, и Америка, правительство Америки может через Министерство финансов блокировать тех эмитентов или заставлять эмитентов стейблкоина блокировать те или иные кошельки, блокировать стейблкоины на бирже, для криптовалютной бирже. И они сейчас действительно этим пользуются. И на самом деле Иран, который получал большие деньги от торговли нефтью не с помощью долларов, а с помощью, например, USDT, а USDT это тоже стейблкоин, он немножко отличается от... как это? Ну, биткоина. От биткоина. Он Да. немножко отличается от биткоина, менее, скажем так, защищен, чем биткоин. Но вот стейблкоины действительно заблокировала Америка, и у нее это получилось, и очень наглядно получилось. Да, не все, которые отправлялись в адрес Ирана, многие они успели перевести на свои счета в дальнейшем и вывести из-под удара. Но в целом, да, многие присели назад, что, ой, и так бывает. И поэтому, если эта ремарка была сказана именно с той целью, что если окружение Зеленского считает, что оно спиздило и спрятало это в стейблкоинах, то это окружение очень сильно увидело, что так может и не быть. О недвижимости бессмысленно говорить, она блокируется аж бегом решениями судов и забирается точно так же. О кэше точно так же в ячейках это сейчас все вскрывается, забирается, изымается. Все денежные переводы все денежные переводы на крупные суммы однозначно оставляют следы. Всегда можно проследить, куда деньги ушли. Что еще рассказать? Ну, про стейблкоины вы уже сказали. То есть, крипта тоже отслеживается, когда нужно, и когда нужно блокируется. Я уверен, что когда Кушнер и Витков будут в Киеве, одна из целей их визита – это будет, ну, в кавычках, дать послушать Зеленскому новую порцию пленок. Типа, ты будешь первым слушателем. Первая ночь, так сказать, для тебя специально. Раз ты актер этого спектакля главный, на, послушай. Мы с вами разбирали, Александр, почему, с одной стороны, Трамп показывает, что он противник войны и не заинтересован в ней. А с другой стороны, почему он давно не прихлопнет всю эту шайку на Печерских холмах, хотя имеет на это огромный массив информации и огромные полномочия от американского правосудия. Трампу, возможно, это нужно своевременно. А своевременность еще для него не наступила. Если у них выборы ноябрь, если я не ошибаюсь, да, этого года, то зачем
сжигать красивые факты сегодня, которые потонут в огромном количестве новых фактов, которые появятся, информационных поводов, которые появятся до выборов. Я имею в виду, зачем сегодня выворачивать наизнанку ситуацию с коррупцией в отношении Зеленского и его окружения, во всяком случае, выворачивать наизнанку в полном объеме. Можно еще подергать за эти самые, прошу прощения, яйца и посмотреть на реакцию, посмотреть, что выпадет из этих курочек-рябочек, которые оккупировали Печерские холмы и делают вид, что они управляют Украиной и разворовывают эту самую Украину. Резюме. У меня не было сомнений, и сегодняшняя ваша информация подтверждает верность умозаключения о том, что атака на окружение Зеленского со стороны антикоррупционных систем, антикоррупционных служб направлена, вернее, не так, как не срежиссировано, запланировано, ей дан зеленый свет. И результат этого всего, самый конечный результат, это, конечно же, уход Зеленского. Даже не наказание тех, кто участвовал в коррупционных схемах. Вы, кстати, обратили внимание, что от Зеленского вообще ничего не слышно о том, как живут его друзья, которые помогали Украину грабить, как там дела у Миндича, как дела у Шефира. Тишина. Как дела у Галущенко, как дела у этого вице-премьера с конским рылом. Как у них, как у Умеров, почему не ушел в отставку, когда его обвинили в коррупции и расхищении денег, которые идут на оборону? Почему тишина? Зеленскому сказать нечего. Потому что несмотря на то, что этот парень привык белое называть черным, в данном конкретном случае его просто никто не услышит. Все настолько сегодня априори уверены в том, что он во главе этой пищевой и коррупционной пирамиды. И простые украинские граждане, и спецслужбисты, о которых вы говорите, и профессиональные прокуроры это видят, чуют и понимают. И тем более Национальное антикоррупционное бюро и судьи антикоррупционного суда и система Министерства юстиции Соединенных Штатов. Все отлично понимают. Все отлично понимают, что то богатство, которым кичится окружение Зеленского и которое внезапно появилось у этого окружения Зеленского во время войны, это богатство не могло быть заработано выступлением на сцене 95-го квартала. Каким бы охеренно умным не был бы Шефир или кто там режиссер этого квартала, и кто там продюсеры и прочее, прочее. Не могло быть заработано. Миллиарды долларов на этом не зарабатываются. А между тем, все больше и больше просачивается информация о том, что только по линии Ермака за рубеж было выведено 8 миллиардов. 8 миллиардов только по линии одного человека. Не наследить невозможно, уверяю вас, как профессиональный прокурор. Следы сегодня этого всего остаются. Почему следы остаются? Да потому что когда ты годами чувствуешь себя царем, замдиректора советской власти, когда тебе потакают сильные мира сего, когда западные бонзы тебя называют светочем демократии, облизывают тебя, встречают в аэропорту, публикуют твою рожу на Financial Times и на других передовицах и делают тебя человеком года, столетий и сравнивают с Черчиллем и со всеми остальными, когда это происходит изо дня в день на протяжении лет, человек расслабляется. Он считает, что так будет постоянно. Он считает, что те, кто дал ему гарантии на амнистии от совершенных преступлений, тоже будут гарантии эти держать вечно. И вот когда это происходит, начинаются ошибки. Да нам же пофигу, нам же разрешили. Мы выведем туда, мы выведем сюда, мы там украдем, а туда выведем, а там мы купим акции, а там мы это сделаем через офшоры. Ребята, офшоры давно-давно. Это открытая книга. Давным-давно. Просто вопрос в том, нужно ее открывать или не нужно. Когда хотят, чтобы офшоры были закрытой книгой, то на официальный запрос генерального прокурора говорят, офшоры, ничем не можем помочь, не знаем. Когда нужно трамбануть кого-то, эти офшоры открываются, причем сами открываются. Сами открываются и клиента сдают. Офшорные зоны, я имею в виду, офшорные государства, офшорные острова. Это делают для того, чтобы их не затоптали дальше. Всю остальную их клиентуру. Резюме. Если
Если вы связываете, или ваш вопрос был направлен на то, чтобы связать то, что Зеленский опасается коррупционного расследования, и в связи с этим написал письмо Путину о том, что давайте-ка мир заключим, я считаю, что это не так. Да, он опасается антикоррупционного расследования. Да, он очень ждет, что Трампа скоро не будет или Трамп очень сильно ослабится. Да, это так. Но уверен, что где-то он все равно считает, что пропетляет, потому что все эти годы у него получалось петлять. Что касается того, что они боятся физически ухудшения, изменения, вернее, да, механизмов военного конфликта в Украине. Вы как-то в одном эфире сами прекрасно подметили тенденцию. Как только бомбежка, его нет. Как только бомбежка, он в поездках. Как только бомбежка, он где-то за пределами Украины. Его пресс-секретарь выбрасывает каждый день информацию о том, что он то в одной противоядерной шахте, бункере находится, то в другом. То в одной, то в другом. Я думаю, что он, пройдя вот эти годы, все равно уверовал в то, что он пропетляет, и в этом смысле слова. Что касается его окружения, хватит ли его окружению мест в бункере, сказать не могу. Но, знаете, я все-таки считаю, что когда высшие военные говорят о том, что нужно договариваться о мире и что война может принять неожиданно ужасный оборот, я думаю, что в том числе ими движет и их собственные судьбы, и жизнь, и дальнейшее развитие на территории Украины. Потому что политик, высшие военные, они всегда привязываются к своей стране, к своей территории, хотя бы с точки зрения дальнейшего развития и дальнейшей карьеры. Нужна страна для того, чтобы в ней быть министром, прокурором, президентом, депутатом. Если страны нет, то не о чем говорить. Ой, Не да о чем ладно, ну управлять. вас опровергнет Тихановская. Тихановская. Это вообще удивительный момент. Да? Одесский форум безопасности, и на него летит Пехлеви, это наследник иранского престола, который до этого очень просит США, чтобы США бомбили его родную страну. Очень просит. Едет Тихановская в Киев к Зеленскому, которая до этого говорила о том, что поднимала народ на восстание, в том смысле, что давайте восставайте, так стрелять же будут, ну ничего, кто-то ж останется. То есть вела по большому счету людей на стволы или хотела вести. Вообще такая компашка интересная собирается по интересам. Да? Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Так и наш Зеленский, человек, который все эти годы рисковал и рискует, хотя что он рисковал, бросал скорее так в топку жизни и судьбы огромного количества людей. Посмотрите, что сейчас происходит в украино-европейских переговорах. Ведь два лейтмотива этих переговоров. Первый, понятное дело, дайте денег, а второй, отдайте украинцев. Нам надо, чтобы они поехали погибать. Отдайте их, не держите их у себя. И многие европейские бонзы сейчас начинают рассуждать о том, что вот до 27-го мы, конечно, уже всем продлили, но, может быть, позже мы не будем продлевать, а может быть, будем. Они сами не знают еще, как быть, просто по той причине, что для этого нужно изменить европейскую судебную систему, которая может в данном случае отказаться выдавать тех людей или выдворять из Европы тех граждан Украины, мужчин, которые попали в Европу на законных основаниях. В том или ином смысле. В конце концов, вопрос законности и незаконности попадания в Европу тоже становится юридическим казусом. Потому что после попадания в Европу, Европа сама признает, что человек из Украины находится в ней законно. Он бежал от войны. И нет понятия незаконного побега от войны в европейском законодательстве. И европейцы сейчас сами не знают, как с этим поступить. Они по-разному говорят. Больше сходятся на том моменте, что давайте условно с сегодняшнего дня не будем давать защиту, но вновь прибывшим из Украины людям. А всем, кто прибыл, уже придется давать. Короче говоря, я сейчас о том, что два основных момента, которые проговаривает Зеленский и Сибига, общаясь с руководителями европейских стран. Верните украинцев воевать.
Так люди не хотят, не хотят, что... не так. Так нормальный человек не добивается мира. Так нормальный человек не защищает своих собственных граждан от смерти. Так поступают те, кому очень нужно, чтобы кто-то погибал и дальше. Потому что дальше будут погибать, значит, есть возможность продолжать называться президентами, министрами, ну и так далее и тому подобное. Поэтому как-то пытался не так. Как-то объяснял мою точку зрения о том, каким образом в ближайшие месяцы будут развиваться военные события в Украине или вообще события в Украине. Первый вариант, я предполагал, что это будет просто подписание мира. И, возможно, к этому просто подписанию мира катализатором его, или скорее всего катализатором его, будут именно эти антикоррупционные расследования, которые устраивают сейчас американцы в отношении Зеленского и верхушки украинской. Для того, чтобы убрать их, и чтобы иные люди, лидеры нынешнего украинского общества, могли подписать мир с Россией без какого бы то ни было ужесточения характера и механизма войны. Это был первый вариант, о котором говорил. И второй вариант – это изменение механизмов и характера войны в Украине на гораздо более кровавые и опасные, и впоследствии все равно подписание мира с Россией. Я считаю, что первый вариант – это оптимальный вариант для Украины. Это вариант жизни. Второй вариант – это вариант многих смертей, многих потерь, а потом уже все равно будет подписан этот самый мир. Ну, можно представить себе и предположить третий вариант. Россия махнула рукой, расписалась в собственном проигрыше, заморозила эту всю фигню или не заморозила, там, как угодно. Но дальнейшие последствия для России, и я думаю, она отдает себе в этом отчет, это крайне негативные для того, что они выстраивали на протяжении десятилетий. Поэтому я думаю, что на этот вариант Россия не пойдет. Сегодня очень такой яркий эпизод был этой войны. Дрон, взорвавшийся в Констанце, в порту, там, где был нефтяная часть вот этого порта. Он приплыл, зашел, стоял, ждал, по таймеру рванул. Есть видео и фото его до, есть момент взрыва. Там сообщали, что еще прут. Ну, как бы мимо, не мимо. Военно-морские силы Украины говорят, что да, наш потерял управление. Нет, ну можно, конечно, поерничать и сказать, там, зачем Украина атакует Румынию, но все же видят, что это случилось в момент очень массированного использования, ну, такого не массированного, ну, давайте так, в момент использования, да, то есть этих дронов, потому что дронами поразили точно так же вот эти Бердянск, Мариуполь, там несколько судов, даже попали по судну, где было 25 азербайджанцев, 3 раненых, 5 погибших. МИД Азербайджана говорит, ну да, есть такая история, но судно не наше, то есть судно не наше. И вот видно, что вроде как все знают, все понимают, но продолжается по инерции вот эта вот история. Я сейчас греков представляю, если честно. Месяц назад греки увидели у себя там на островах вот такой же вот заблудившийся украинский морской дрон. Говорят, что творится? Им Европа говорит, нет, не пишите ноту, ничего не делайте. Украина имеет право на самооборону. Ну а потом они все-таки написали, но это уже никого не интересовало. Они аргументировали просто. А если бы там круизный лайнер проходил по этому маршруту, по этой трассе, вы в своем уме? Как вы думаете, какие последствия будут от удара по судам? 5 суден поразили, там военная техника, зерно, Мадяр отчитался сегодня. Ну и азербайджанцы, 5 трупов, которые признала азербайджанская сторона, но не признала судно. Как вот эти два очень близко, кучно стоящих рядышком события повлияют на общий фон противостояния? Я думаю, что со стороны нынешнего руководства Европы и даже затронутых европейских стран особого кипиша не будет в адрес Зеленского и в адрес украинской армии.
просто в силу проводимой Европейским Союзом в этом смысле политики. Украина сказала, что она стреляет по кораблям, на которых перевозится украденное зерно, на которых вооружение, на которых враги там, и так далее. И этого достаточно для Европейского Союза и его бонз, чтобы говорить о том, что какие вопросы. А то, что люди погибли, так бывает. Какая будет позиция Алиева в этом смысле, когда гибнут его граждане? Я думаю, что официальный Баку заявит какую-нибудь претензию, или как это называется в дипломатическом мире, ноту объявит о том, что так нельзя, гибнут наши люди. Для чего? Для того, чтобы успокоить в первую очередь своих людей. Не больше. Я полагаю, что на сегодняшний день официальный Баку больше, пожалуй, больше сторонник режима Зеленского, чем противник или чем нейтральная сторона. Он не показывает этого, но между тем мне думается, что расклад сегодня выглядит именно так. Что же касается... еще по поводу греков и по поводу румын. В Румынии недавно поменялось правительство. Насколько будет померкованным этот парень, он же выходец, вроде бы пишут, из Украины, да? Или предки его выходцы из Украины. Насколько будет померкованный он, этот парень, мне сложно сказать. Не думаю, что это человек резких правых взглядов. А вот что касается Греции, там сегодня тенденции таковы, что к власти рвутся, и люди их поддерживают, националистические партии, правые партии. А правые партии официально объявили Зеленского врагом Греции. И подобная тенденция не только в Греции просматривается, но и в Голландии, в Германии, понятное дело, во Франции, понятное дело, частично в Испании. То есть Европа меняется. И то, что сегодня Зеленскому простительно, завтра может быть непростительно. Это я к тому, что гарантии, которые давали те, кто сегодня у власти, тот же Макрон, который в 2027 году уже не будет президентом Франции, Мерц, которого поддерживают из 10 2 человека. И эти гаранты не будут теми самыми гарантами. Я уверен, что многие вещи могут вспомниться и вспомниться в плохом ключе, в том числе для Зеленского или его окружения. Что касается того, что происходит, вернее, как это повлияет на ситуацию с войной в Украине, полагаю, что так как стратегических военных целей подобные удары не преследуют, надо вспомнить, что сказал руководитель Firepoint, когда у него спросили о ракетах на Москву, на Петербург и о дронах. Он сказал, цель – это масштабное изменение отношения российского общества и российского руководства к происходящему. То есть он подтвердил мои выводы о том, что удары по Петербургскому экономическому форуму, по Кронштадту, по центру Москвы, которые не так давно были, по танкерам в море. Эти удары не несут в себе военной стратегической цели, потому что они ни на что не влияют. Они не в состоянии подобные удары переломить ход войны на поле боя. Они несут в себе задачу заставить, я так думаю, заставить Москву применить в Украине, в отношении Украины, в отношении украинских граждан максимально тяжелое, максимально жестокое оружие. Зачем? Во-первых, это повлечет за собой или может повлечь, скорее всего, максимальное негативное отношение многих стран мира к России, максимальную ее изоляцию, как кто-то надеется на это. Это однозначно уберет в сторону слова «мир», надолго уберет и может позволить кому-то законсервироваться во власти подольше, чего они очень-очень сильно хотят.
Я понимаю, что ваши вопросы справедливы по поводу, а насколько они уверены в своей физической безопасности, насколько это не коснется их и их близких. Я думаю, что они считают, что не коснется. Уверен, что их семьи не живут в Украине. Уверен, что если кто-то и есть, то они прекрасно себя чувствуют в специальных бункерах или в специальных местах, куда не должны наноситься удары, ну, допустим, на границе с Венгрией, условно. Вот. И они думают, что они и в этот раз, и в этом случае пропетляют. Поэтому мне кажется, что сегодня Украина находится в шаге от очень серьезной пропасти. И мне кажется, что слова Путина о том, что они изменили отношение или изменяют отношение к механизмам ведения войны в Украине, это уже слова, которые являли собой команду военным. То, что сегодня нет каких-то подобных ударов по Киеву или по линии соприкосновения боевого с использованием, допустим, тактического ядерного оружия, мне кажется, что это просто вопрос прицела и времени. Вот я думаю так. Я много читал и много слышал о том, как смеялись украинские обозреватели, эксперты, специалисты, лидеры общественного мнения, военные над Орешником, над вот этим странным его попаданием в гаражи в Белой церкви. Моя позиция здесь очень простая. Эти идиоты смеются, покуда это не затронет их. Ни больше, ни меньше. Когда затронет и их или их близких, будет поздно. А, к сожалению, все идет сегодня к тому, что, скорее всего, все эти виды вооружения будут применены в этом конфликте. Если, конечно, не удастся заключить мир в ближайшее время. Россия, вот они тоже здесь, они говорят, мы должны с Украиной беседовать в духе Анкориджа. Тоже несколько коряво это звучит. В Анкоридже Путин встречался с Трампом. Почему кто-то еще должен беседовать в духе той встречи, которая затрагивала две страны? В ней не присутствовали представители Украины и так далее. Но я думаю, что речь будет идти о том, что Россия обозначила Украину как свою геополитическую территорию, как свой геополитический интерес для своей национальной безопасности и будет на этом настаивать. И изменение правящего режима является одной из основополагающих сентенций, одним из основополагающих моментов в мирном договоре. И то, с чего мы начали. И в этот раз Путин сказал, что да, конечно, будем встречаться. Будем встречаться, правда, надо разобраться с легитимностью. Он еще раз говорит о том, что мы подпишем мирный договор. Но мы подпишем его с теми, чьи слова чего-то весят. Не с тем, кто назвал себя главным, и потом будет непонятно, главный он был все это время или не главный он был. Народ же его не избирал на самом-то деле на 25-й, на 26-й год. Люди не избирали его президентом. Поэтому в этом смысле юридическая казуистика, наверное, играет не в пользу Зеленского и не в пользу того, чтобы именно он подписывал мирный договор. Я думаю, что таких людей достаточно, которые имеют право подписать мирный договор с Россией. Мы уже с вами обсуждали этот момент, что спикер парламента исполняет обязанности президента по Конституции Украины в случае отсутствия президента. Касательно легитимности сегодняшнего парламента. 83-я или 85-я статья Конституции говорит о том, что в случае войны парламентские выборы не проводятся, парламент продолжает исполнять свои обязанности. Это подтверждается и дополнительно законом о Верховном Совете, о Верховной Раде. То есть в данном случае Конституция легитимизирует сегодняшних зеленых слуг, которые сидят в Раде. В отличие от парламента, в Конституции нет нормы о том, что президент может исполнять свои обязанности столько, сколько ему хочется, или в зависимости от того, война или дождь на улице и так далее. Есть 5-летний срок. Поэтому я уверен, что мирный договор с Россией не будет подписывать Зеленский, будут подписывать другие люди. Я уверен, что... Я бы очень-очень хотел, чтобы
номер два, моя догадка о том, как будет подписан мир с Украиной, между Украиной и Россией, все-таки не имел места на самом деле. И был номер один. То есть мир без применения ядерного оружия, без применения настоящего применения этих всех орешников, без настоящего, без уничтожения Украины, чтобы мир все-таки был подписан в ближайшее время без новых, более страшных потерь. Для этого, очевидно, должны отойти в сторону те, кто от войны кормятся, от нее живут. Это понимает и Смотрите, Трамп, и... Да, слушай. понятно, вы там, ну, то есть, должны вот так это быть. О каком мире мы можем говорить, когда вот снесли Булгакова и швондеры победили в Украине? Ну вот, понимаете, то есть этот же мир достается, получается, тут тоже под этим углом не рассматривали ситуацию. А кому достанется вот такой мир, который так будет подписан? Да, вы хорошо заметили. Поэтому и снесли Булгакова, что Булгаков пророк для Украины казался. Поэтому его и ненавидят. Швондер сегодня управляет Украиной. Швондер сегодня натравливает Шариковых на всех, на своих врагов, на оппонентов, на тех, кто ему не верит, на людей нормальных. Так происходит сегодня в Украине. Причем, извините меня, пожалуйста, но фактически дословно именно так. Но Швондер кое-что забыл. Он забыл, что сказал потом профессор Преображенский. Он сказал: самый главный дурак – это и есть Швондер, потому что он считает, что сегодня он, потому что сегодня он травит на меня Шарикова, но не понимает, что когда кто-то натравит Шарикова на него самого, от него останутся рожки до ножки. Я думаю, что и в этом смысле пророчество Булгакова повторится. Почему такая ненависть к Булгакову у тех, кто сегодня банкует в Украине? Ну, кроме того классического примера о Швондере и Шариковых, давайте вспомним то, как он оценивал нынешних героев нынешней власти в Украине. Я имею в виду Скоропадского, Петлюру, петлюровцев, других бандитов. Булгаков в этом смысле, как он оценивал сумасшедший ненормальный национализм, который не основан на любви к своей родине, а основан на уничтожении чего-то чужого, но при этом вот этому самому махровому националисту глубоко похеру, что произойдет дальше с его собственной родиной. Именно поэтому, я думаю, Булгаков для них антигерой, Булгаков для них антипророк, Булгаков для них тот, кто вывернул все наизнанку 100 лет назад. И, кстати говоря, история ведь повторяется, и она повторится. Белую гвардию, которая описывает события столетней давности, стоит многим перечитать. Все к этому вернется. Уже все это было, и это будет. А причина здесь очень проста. Человеческая природа особо не меняется. Именно поэтому история всегда повторяется, история идет по спирали. И здесь она повторится точно так же. Красит ли нашу страну то, что она сносит памятники людям, которые прославляли ее и которые являются выходцами из нее? Ну, конечно же, не красит, и, конечно же, это все говорит о убогости, пещерности, о разрушениях, о невозможности созидания. Это плохо. Но сегодня это так. Сегодня это так. Мы с вами не затрагивали тему этих перезахоронений, да, которые недавно были. Там сейчас Польша такой кипиш подняла, да, по поводу бандеровцев и прославления ауновцев, бандеровцев Зеленским. Если я не ошибаюсь, в понедельник или во вторник они выносят на рассмотрение при президенте вопроса о том, чтобы у Зеленского забрать эту медаль Орла и так далее. Вот задумайтесь, Александр. Хотя я уверен, вы уже это все анализировали. Но все-таки сделали героями людей, которые назвали себя национально-освободительным движением и никогда ничего ни от кого в Украине не освободили. Никогда никого ничего. Они только или прислуживали кому-то, причем прислуживали максимально кроваво, или жировали с помощью других чужих господ. Не больше.
Они ничего не сделали для того, чтобы страна была по-настоящему самостоятельной, независимой, чтобы она победила в войне. При этом в Украине огромное количество настоящих героев, которые побеждали нацизм, которые гнали фашистов по всей территории страны, которые освобождали потом Европу. И это именно выходцы из Украины. Но им точно так же, как и Булгакову, валят памятники, сбивают памятные доски, переименовывают улицы на фамилии никому неизвестных каких-то петлюровцев или ауновцев или еще кого-то там, других националистов. Вот что сегодня творится в стране. Польша только, знаете, она сейчас кипиш такой подняла. И, ой, как же так, это же неправильно, а волынская резня. И Израиль тоже выступил. Ай-яй-яй, что же вы делаете, так нельзя, это же пособники нацистов. Хочется спросить и у поляков, и у израильтян, это что, вчера началось? Или позавчера? Это началось давно. Очень давно. И вы в ладоши этому хлопали, и попустительствовали этому. И не обращали раньше на это внимания. А если обращали, то не в той степени, в какой нужно обращать на это внимание. Им было это выгодно, их правящим кругам. Они это допускали и попускали. Сегодня это выгодно Зеленскому. Он продолжает свое заигрывание с праворадикальными кругами и считает, что он там свой. Опять же, Булгаков, свидетель. Не будет он никогда там своим. Швондер с Шариковыми никогда не будут своими. И Швондер для Шариковых никогда своим не будет. Они им поюзают. Он подумает, что он ими долго управляет. Но на самом деле это закончится все стандартно, как заканчивалось раньше. Я так думаю. Да, Булгаков что-то знал. Максим Гольдар был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Всего доброго. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся.